раз уж я в новогодней шапочке, а не в шапочке из фольги, значит, настало время для итогов года, итогов 2024 года. Давайте сейчас быстренько пройдемся по нашим общим и целым новостям. Между прочим, в 2024 году было 36 концертов, это вот без учета отмененных, к сожалению, отмененных. Начнем сначала с нескольких плохих новостей. Как мы все знаем, в конце лета, к сожалению, закрылся многими любимый бар «Бардак». Закрылся по своим причинам. Кто знает, тот знает. Кто не знает, тому не особо надо. Если надо, в Телеграме у нас прочитайте. Подписывайтесь. Тут ссылочка будет. И, если честно, это достаточно большой удар по индустрии, потому что «Бардак», несмотря на всякие не самые хвалебные речи про него, был местом, в котором действительно могли помочь рок-культуре. То есть ты приходишь с запросом, тебе говоришь: чуваки, у меня ни хрена нету денег, давайте что-нибудь сделаем. Они такие: окей, давайте что-нибудь придумаем. И они не отвались тебе какой-то левый день какой-то отдадут, а они тебе дадут прайм-тайм по нормальной цене, а иногда, если прям очень хорошая, они готовы и бесплатно были помочь, за что им большое спасибо. Давайте минуту молчания в память «Бардаку», потому что там я провел свои юные годы, там были мои первые концерты, там было очень много воспоминаний с ним связано, и это прям прискорбно, что он так трагически закрылся. Еще одна прискорбная новость. Это закрылось одно казахстанское агентство. Вы их знали по привозам Кис-Кис, например. Такие: а чё, какого нам, дело до казахов? Потому что они, они договариваются с артистом и привозят их к нам сюда. И потом мы тут ходим на их концерт. То есть наши местные организаторы им помогают здесь организовать. Зачастую напрямую с артистом договаривались они. Они закрылись из-за убытков, из-за отмененных концертов. Это тоже очень печально. Новость это у нас тоже есть в Телеграме. Можете почитать. Опять всплывающая подсказочка. Давайте к позитивным новостям. 2024 год. Волков, всеми любимый. Он, кстати, победил на Пепси фестивале. Наконец-таки начал писать авторскую музыку, с чем мы его очень сильно поздравляем. Без шуток, честно, я очень ждал, когда он начнет делать авторскую музыку, и он ее начал прям и не одну, и не две. Поэтому мы тебя поздравляем от души, без сарказма. Я тебя, кстати, не узнал с новой прической. Он был тоже на форуме, Коллизиуме. Он вообще был не похож сам на себя. Она тебе, кстати, очень идет. Еще из позитивных новостей, мы, кстати, про это отдельный ролик выпускали, тоже можете его посмотреть по подсказочке. Нас признали, и мы поучаствовали в форуме Коллизиума. Я там лично был спикером, я рассказывал всякие умные вещи. Обязательно посмотрите ролик, там очень классное интервью по поводу признания. Нас аккредитовали на съемку на концерте Джареда Лето. То есть там абы кого не пускали, там было всего 4 или 5 фотографов. Один из нас был там, снимал, это Лана, наш старший оператор. Большое ей уважение. Она там весь концерт бегала с объективом, который больше нее размером. Серьезно, объектив такого размера был, да, он был больше нее. Я видел чисто объектив, как она с ним так бегала, а ее не было видно. И это очень классно, то, что нас аккредитовали, потому что
Потому что, как я всегда рассказывал, изначально истоки рок Ташкента — это когда мы втихаря там что-то проносили камеру, чтобы поснимать. Ну, вы знаете, на концертах нельзя профессиональную камеру носить без разрешения. А мы такие, блин, хоп-хоп, подсняли, хоп-хоп. А тут уже как бы и не против, чтобы мы сами с камерой приходили. И это очень классно. Так вот, у меня коты на фоне срут. Можно какать быстрее? Пожалуйста. Мелочь, ты опять мимо насрала, да твою мать. Давай, иди, я уберу уже. Также 24-й год стал ключевым в прославлении рок-культуры в массах. То есть, ладно, есть мы, у нас вот, кстати, 1000 подписчиков уже. Вот это, кстати, одна из позитивных новостей. В этом году мы перебили планку в 1000, и она растет до сих пор. Есть мы, да, фанаты. А есть те, кто вроде бы и хотел бы слушать, а кто-то и не слушал до этого. В этом году было очень много мероприятий, где как раз таки люди особо незнакомые сталкивались с роком. Это, например, Pepsi Music Festival. Это были рок-выходные, где целых 2 дня играло много ребят. Вот где-то тут тоже будут футажи. Было полно ребят, был призовой фонд 18 миллионов. Это было очень классно. Это, во-первых, мероприятие проходило в нетипичной для рока зоне тусовки, да, то есть это был не Анхор-парк, где мы привыкли, проводят его сисфесты. Это был парк напротив Бунет-Кора. Вот сейчас я вам покажу, где он был. Тут будет скрин с карты. Там были люди, незнакомые с роком. То есть это семейные парочки. Это было еще выходные. То есть это там родители с детьми. Это были просто ребята. То есть те, кто, ну, допустим, даже русского не знают, да. Давайте будем честны, рок зачастую слушают те, кто знает русский, там, и так далее, кто более европезированный. А тут были, как сказать, коренные узбекистанцы, да, которые прям узбеки. И это очень замечательно. Это прям... Я был там все эти 2 дня. У дяди Юры даже есть фрагменты на своем лайв-канале со мной оттуда. Я стоял, смотрел за толпой. Ну, мы же рок Ташкента, мы же проводим исследования аудитории и всего остального. Я такой смотрю, блин, а вот стоит мужик, взрослый. Ну, видно, что он не панк, не еще кто-то. И там на сцене играет прям какой-нибудь такой метальчик жесткий. И он стоит и его качает. Он такой, блин, круто, тема. Выступали Мурабо, наш любимый Бадомчик. Спрыгнул с сцены, когда уже закончилось выступление. К нему подошли девочки, начали фоткаться. Я услышал, они тоже по-русски не говорили. И я такой, ну чё, ну классно. Разве это не радует душу, что нас перестают отвергать, отторгать? И причем даже на выступлении металлистов собиралась большая толпа. На этом фестивале, как я сказал, был призовой фонд, а значит и были 1, 2, 3 места. И было судейство. Судьями были дядя Юра, солист Домино еще и Дмитрий Меньшиков. Вот. Они судили строго. Они судили по факту. Хотя изначально и мне, и другим группам, и кому-то еще казалось, блин, черт побери, что они там выбрали, какого лешего кавер-группа 1 место заняла. А потом я такой подумал, блин, а по факту ведь? По факту, да, конечно, большой минус, что кавер-группа, но кавер-группа, которая играет качественно, которая дает чистый звук и так далее. И призовые места заняли ребята, которые как раз-таки умеют хорошо играть. Вот. 2 место заняли Мурабо. Это, я считаю, самая недооцененная группа в Узбекистане. То есть, может, там шутливые песни или там артистизм Бадома и выдает впечатление, что они прикалываются и так далее. Но, блин, у ребят руки из нужного места растут. Бадом пел еще, когда еще, блин, много других рокерских баров было живо-здорово. Он там еще скримил, и я это прекрасно помню. Я его 8 лет знаю, между прочим. Вот. Правда, он меня все это время не знал, я шифровался. И давайте уже перейдем тогда непосредственно к самим концертам по списочку. Я про них вам расскажу вкратце. И
Открывает сезон 2024 года концерт Spirit of Seasons в жанре фолка. Это было в VM-баре 5 марта. Для меня это было интересным опытом, поскольку я не ожидал, что у нас есть люди, поклонники фолка, и группа эта приезжала уже второй раз в Ташкент. Ну и, в принципе, нормально выступили. Вторым крупным концертом в 2024 году стал концерт Anacondas. Его проводили The Concerts. Это был просто врыв. 24 год с двух ног. Я помню, как заанонсировали это мероприятие, и весь интернет просто взорвался. По мнению Рок Ташкента, по моему личному мнению, концерт Anacondas является лучшим концертом клубным за 2024 год. Ну, кто бы что ни говорил, чисто по моему мнению, по количеству людей, по атмосфере на концерте, по отдаче артистов, я считаю, что это лучший концерт. Мы даже целых 2 видео про это сняли. Мы сняли отдельное видео на Ютубе. Можете тут посмотреть с реакцией людей на самом концерте. Причем еще Anacondas нас зарепостили в своем телеграме, что очень сильно порадовало. Это был невероятный концерт в 7 пятниц. Проходил он тоже 12 марта. Мои ребята тоже кайфанули с этого концерта, поработав там. Сами артисты тоже сделали отличное шоу. Там даже, между прочим, Самобытный побрился на лысо. Вот. Прям на сцене при всех. Эта запись тоже где-то у нас есть. Посмотрите. В следующем списке у нас идет концерт сольный «Куда пропало солнце». Это молодые ребята, которые стартовали в прошлом году, и за такой короткий промежуток времени они получили достаточно большую популярность и очень сильно прокачали свой скилл. Вот. Буквально вот первое их выступление, мне дают комментарий на их повод, то что, прикольные дети, но им бы поиграть, научиться. И они научились. В принципе, это был их сольник 12 марта в Бардаке. Ребята, кстати, в 2025 году едут уже на международный фестиваль в Казахстане музыкальный. Так что следите за афишами. Кто хочет, тоже туда поедет. И команда Рок Ташкента поедет все это, конечно, снимать. Желаем им успеха в 2025 году. Далее у нас идет Bicycles for Afghanistan. Это группа российская. Они заново собрались специально для этого тура. Они выступали в Бардаке 20 марта. Это был такой мини-концертик. Ребята классно, вайбово так отыграли. Всем понравилось. В целом, в общем, март был очень насыщенным на концерты. 30 марта в Бардаке проходил концерт совместный Тони Раута и Гарри Топора. Мы на этом концерте частично помогали. Ассистили. Делали фоточки, помогали с гримеркой. Этот концерт был в жанре злого рэпа, естественно, но, знаете, это такое впечатление, когда с артистами общаешься, это злой рэп, который поют добрые люди. Жалко, что мало людей про этот концерт знали, мы тоже как-то поздно про него узнали и не получилось дать нормальную рекламу, но пришли true фанаты, ребята классно дали выступление, так энергичненько, хотя я был на работе, был полностью трезвым, но тоже чуть-чуть покачал под их треки. Следующим был тоже совместный концерт «Эпидемия» и «Амальгама». Проходили в концертном зале торгового центра «Заравшан». Это было удивительно, потому что я не знал, что есть концертный зал там. Это, кстати, очень классная площадка. Надо ее как-то почаще использовать другим организаторам. Это, кстати, был организатор, который никогда не делал рок-концерт, и он такой сделал, и с нами активно сотрудничал. Концерт вообще шикарнейший. Пришло, прилично людей, достаточно много. Было очень хорошее выступление. Причем их видео у нас набрало достаточно неплохие охваты, что для нас очень важно. Поэтому надеемся, что это не последнее их выступление было, потому что я лично сам люблю Power Metal. Еще до анонса нового состава группы Linkin Park у нас в Ташкенте выступил очень классный, шикарный трибьют с Казахстана. Это был трибьют от группы The Champions, и ребята показали то, как можно делать клубные фестивали, клубные мероприятия. Они привезли своих технарей, свой свет, и
Я кому показывал запись с этого концерта, люди просто не верили то, что это происходило в бардаке. Это было 24 апреля. Они смотрят такие, черт побери, это бардак. Я увидел, как решает свет, как решает подготовка, и они целиком и полностью отдались душой и сердцем этому выступлению. И они, кстати, в 2025 году тоже будут, по предварительной информации. И чего я всем советую, это пойти на их концерт, увидеть это вживую. Это очень хорошая, качественная трибьют-группа. 6 мая в бардаке прошел Present Fest. Вроде бы это был первый Present Fest, про который я слышал как минимум. Он организован молодыми ребятами, то есть это ребята, которым еще там только исполнялось 18 лет, и они показали профессионализм, показали то, что они могут собрать качественный фестиваль, на котором будут выступать хорошие группы. Они его проводили не один раз, они проводили его еще после. Они его проводили еще летом. Летом это был прям взрыв мозга, потому что на этом концерте был сам я тоже. Все это видел вживую. Они там до позднего вечера выступали, пока уже всю молодежь не забрали родители домой, поэтому это очень классно. Я желаю ребятам развиваться, чтобы они совершенствовались и делали фестивали крутые в дальнейшем. Также 7 мая выступала легендарная Луна. Небольшое отступление, и я постоянно называл эту группу Лауна, пока мне не подошли, не сказали: дед, ты чё, таблетки выпей, это Луна. Они называются Луна. С тех пор я это более-менее запомнил. Это был просто легендарнейший вечер. До этого Луна у нас уже выступала. Было тоже классно, но я там не был. Но друзья были, они мне про это рассказали. Но сейчас мы застали это воочию. Я не знаю, будет ли их концерт в будущем. Потому что, сами знаете, какие сейчас времена. Это энергия, это мощь. Я эти песни слушаю, лет с 15-16, и когда эти легенды, встают перед тобой, ты их видишь, там можно поздороваться, саламчик кинуть. Незабываемые ощущения, они нас репостнули. То есть вы можете зайти на официальную страничку Луны в Инстаграм, полистать и найти наш совместный пост. Фотографии и видео с этого вечера. Это было просто... Я просыпаюсь в 10 утра, обновляю ленту, вижу, аккаунт Луна принял ваше соавторство. Я такой, чего? И долгое время это были наши топовые посты по охватам. Их превзошли только The Champions после анонса нового состава Линкин Парка. Но все-таки это сама Луна приняли наше соавторство. Нас раньше репостили, но чтобы прям соавторство, это что-то невероятное. 12 мая запомнилось всем тем, что это был такой мрачный готический вечер, потому что в 7 пятниц было выступление группы The 69 Eyes. Это пожилые европейские мужчины, которые играют готический рок. Для меня было большим удивлением, сколько у нас есть готов до сих пор живых, которые до сих пор могут одеть свои мантии и прийти. У нас видеомонтажер, она большая фанатка этой группы, и это было ее прям мечтой. Естественно, я не мог не пустить ее на этот концерт. И несмотря на свой возраст, артисты держали планку, сделали очень качественный концерт. Они очень взаимодействовали с фанатами, там отвечали на сторисы, подписывались. 31 мая в бардаке состоялся концерт панк-группы «Тени свободы». Меня несказанно радует, что панки все еще живы, потому что со временем быть панком становится все труднее и труднее, законы все жестче и жестче, уже не побудешь распределением. Но все-таки ребята не предают свои принципы и делают классные выступления. Вы можете как раз увидеть наши футажи. 25 августа также был трибьют System of a Down от нашего всеми любимого Бадомчика. Бадом красавчик. Кто-то его хейтит, кто-то его любит, фанатеет, жить не может. Я считаю, что он классный артист, он старается делать шоу, они это делают круто. Был у нас, такой семейный концертик, когда праздновалось мое ДР в Наливайке. Бадом смог раскачать толпу, дать ощущение большого концерта в небольшом помещении, где было не так много людей. Естественно, невозможно не упомянуть Букалу. Ребята развиваются активно, мне нравятся их треки, я
лично фанат более тяжелый, там, black metal, все дела. Их музыка, она мелодичная, она на узбекском. Я узбекский, честно, знаю там на уровне какого-то примитивного разговорного, но это не мешает мне слушать их треки, смотреть их клипы. У них было много выступлений, они выступали на Пломаркете, например, они выступали на автор-пати на форуме Коллизиум. Ребята развиваются. Я желаю им всего наилучшего в 2025 году, чтобы они стали еще более известными, популярными. Дай бог получится организовать какой-нибудь тур по Узбекистану. Или, может, они тоже выступят за рубежом. Далее у нас идет огромнейший концерт 17 октября. Это 30 Seconds to Mars. Мы планировали про него отдельный ролик выпустить, но я думаю, я лучше тут ему предоставлю побольше времени и расскажу. Это был как гром среди ясного неба. Этот концерт просто был заанонсирован в момент, когда было относительно такое затишье концертной деятельности, когда уже все начали так шептаться, что как-то тухленько, надо что-то организовать. Тут Дмитрий с командой Иосиса просто выкатывает анонс, что Джаред Лето приезжает. Просто взорвались все соцсети, у меня телефон начал взрываться, говорят: дед, ты видел? А что, это правда, а это неправда? Я говорю: ребята, все будет. На этом концерте нам дали разрешение на съемку возле сцены. Обычно на таких больших концертах не всем дают. Там было всего вроде бы 5 фотографов, в том числе фотограф от команды самого Джареда. Нам одобрили, понимаете, это признание рок Ташкента тем, что мы уже, как сказать, не какие-то там аутсайдеры, а уже имеем какой-то вес, можем качественно работать. Для нас это было очень важным событием. Я позвал туда ребят, они сами кайфанули от концерта. Джаред, несмотря на то, что были проблемы с оборудованием, но, так сказать, команда Иосиса смогла их решить, концерт состоялся, чему мы сильно рады. Джаред показал настоящее шоу. То есть, по факту, это первый в Узбекистане случай, когда звезда такого масштаба выступает для большой аудитории, для публики. Он показал, как можно делать перформанс. Про это многие забывают, что наши, что СНГшные артисты. Он показал, как работать с аудиторией. Вот один незапоминающийся момент был, это когда он попросил подпевать ему, когда выключили свет, он попросил включить фонарики. То есть под света нигде, кроме сцены, не было. Вот везде потух свет, люди включили фонарики, и Хуму-арена просто вся засияла. Это что-то невероятное. Вот. Побольше вот таких концертов. Надеемся, что они еще будут, поскольку народу собралось очень много. Мы боялись, что будет какая-то давка, будет еще что-то, поскольку не так давно был Pepsi Music фестиваль, печально известный. Если вот сейчас видите футажи, там творился полный беспредел. И я такой: 12 тысяч человек, Хуму-арена, не дай бог такое будет. Но, к счастью, это максимально адекватная аудитория, которая самоорганизовывалась. Они стояли в длинную, аккуратную очередь по 2 человека. Люди не жалели себя, приходили туда в час дня, чтобы занять лучшие места. 20 октября в Янбаре выступала группа Мураками. Это российская группа, они выступали на нашествии несколько лет подряд. Многие, кто, как сказать, из более взрослого поколения, скорее всего, слышали их песни, там, «Нулевой километр», «Бред», вот, и так далее. Это была такая ностальгия, потому что даже я, относительно молодой человек, помню их песни по радио, и это было достаточно прикольно услышать вновь. А сейчас я хочу немножко уделить внимание этому концерту. Это концерт Агата Кристи с симфоническим оркестром, который прошел 25 ноября в Дворце Туркестан. Во-первых, концерт с прошлого года отменился, перенесся, и он наконец-таки случился. Во-вторых, он даже у меня вызвал двоякое впечатление, потому что, находясь на самом концерте, я такой недоумевал: а в смысле, типа, что такое, что происходит? Многие считали, в том числе и я какое-то время, что артист выступал в неадекватном состоянии. Подождя концерт, уже после концерта, придя за кулисы, потому что несколько ребят хотели взять автографы,
я увидел, что как бы, ну, как сказать, от человека не пахнет алкоголем, что пьяный человек себя так не ведет. Я потом узнал уже у менеджеров, что у артиста не так давно был микроинсульт. Микроинсульт — это когда человек учится заново ходить, заново разговаривать. Глеб Самойлову хватило сил выйти на сцену несколько часов подряд, выступать перед аудиторией, потому что, ну, по факту, многие даже ничего не заметили на концерте. Там были дети со своими родителями, какие-то взрослые дяди, тети пришли туда самостоятельно. Но я знаю, что вот с Рок Ташкент много ребят пошли с их родителями, потому что в своей молодости фанатели с этой группы. Причем за кулисами очень много было взрослых людей, которые прям вот как дети радовались, ждали встречи с артистом. У них были свои плакаты, свои вот пластинки еще с доисторических времен. Они хотели, чтобы была какая-то частичка с собой, потому что, ну, время идет, как видите, все артисты тоже люди, болеют. Несмотря на серьезный недуг, концерт не отменили, концерт провели, он прошел до конца, причем вот, как сказать, от точки до точки. После всей этой информации большое уважение появилось к коллективу и артисту. 13 декабря в Вио Бразере прошел концерт «Заточки». «Заточка» — это рэп-рок-группа, достаточно такой интересный жанр. Я не особо жалую рэп, я в каких-то моментах его даже презираю, но когда исполнение идет в таком смежном жанре, то почему бы и не да. Достаточно такое классненькое. Ребята с юморком были вот, на выступлении. Причем это относительно новая локация в Вио Бразере. И это уже третий, наверное, концерт из всей индустрии, который там. Как итог, 2024 год вышел очень смешанным. С одной стороны, были невероятные концерты. С другой стороны, целых 2 агентства перестали работать. Кто-то закрылся, кто-то переехал. Закрылось одно из популярнейших заведений. Как я сказал, буквально пару дней назад открылось новое, которое сулит стать как раз-таки площадкой для новичков, для небольших клубных концертов. Надеемся, в 2025 году рок-тусовка, рок-сцена расцветет. Надеюсь, Рок Ташкента в 2025 году приумножит свою аудиторию. Мы станем лучше, сильнее, будет много новых концертов. Уже заанонсировано приличное такое количество концертов на 2025 год. Надеюсь, это не конец. Надеюсь, у нас будет какой-то там сверхмощнецкий концерт, который мы все не ожидаем, от которых у нас всех упадет челюсть. Желаю всем нашим местным ребятам делать авторскую музыку. Если они делают трибьют, то трибьютам отдаваться целиком и полностью, а не делать на тяп-ляп, чтобы группы не ссорились внутри себя и между собой. Желаю всем заведениям, которые остались на плаву, успеха, прибыли невероятной. Хочу пожелать всем подписчикам Рок Ташкента счастливого Нового года. Вот. Все-таки последние 4 года как-то матушка Земля нам выдает испытания всевозможные. Надеюсь, человечество переживет 25-й год. Хочу передать большое спасибо нашим партнерам, без которых бы Рок Ташкента бы так высоко не поднялся. Это, естественно, Дмитрию Меньшикову, команде Иосис. Они с самого первого дня нашего сотрудничества нам помогают, открыты ко всем предложениям, помогают нам с конкурсами и так далее. К The Concerts и Елизавете. Да, вы уехали, но мы про вас никогда не забудем. Вот, будем вам гостинцы присылать, где бы вы ни были. Веймбару, дяде Юре, Коте, за то, что они, как сказать, в ежовых рукавицах держат свое заведение, и оно работает до сих пор. Несмотря на то, что вроде бы 24-й год, рок не такой популярный, но до сих пор собираются полные залы на выступления. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, если я кого-то забыл.
Естественно, пните в комментариях, помяните, чтобы я закрепил все это. В 2025 году мы уже на первый месяц даже запланировали много роликов, будем их выпускать, чтобы вам было что посмотреть, чтобы вы знали культуру, историю рок-музыки в Узбекистане. Поэтому давайте зовите друзей, мам, пап, чтобы они подписывались и чтобы нас становилось только больше. Давайте, всем добра, до новых встреч!